Приветствую подписчиков и гостей канала LeoLang. Вы попали на 4-й видеоурок по языку программирования Leo. Сегодня мы разберем с вами условные операторы и циклы. И давайте не будем терять зря времени и приступим. Что такое условные операторы и зачем они нужны? Условные операторы необходимы нам для организации ветвления в нашей программе. На словах ничего не понятно, но давайте покажу вам на деле. Допустим, у нас есть какая-то строка кода. C равно A плюс B. И, к примеру, мы хотим выполнить один код, если C меньше нуля, и другой код, если C окажется больше нуля. Для этого мы используем условный оператор if, который с английского переводится как если. Если C меньше нуля, пишем наши условия и затем открываем фигурные скобки, в которых мы пропишем наш код, если C будет меньше нуля. Допустим, это будет увеличить C на единицу. И давайте выведем все на экран и проверим, равно ли C, чему будет равно C. В нашем случае C равно 5. Все потому, что A и B при сложении дают нам пятерку. Наш код не выполнился, поэтому давайте зададим еще какое-нибудь условие. Второе условие можно задать несколькими способами. Мы можем прописать после if оператор else и также фигурные скобки, в которых давайте мы уменьшим, допустим, c на единицу и проверим. Как видим, c теперь равна 4, то есть выполнился второй оператор else. Но представим, к примеру, что нам недостаточно этих двух условий, и мы хотим проверить, что c просто равно нулю. Для этого мы можем добавить третью конструкцию else if, после которой мы пропишем наше условие c равно нулю. И, к примеру, в таком случае мы к c прибавим пятерку. Давайте для наглядности здесь обнулим нашу переменную c и посмотрим на консоль. c равно 5. Также хочу уточнить, что не обязательно в конце нам всегда использовать else. Мы можем также использовать здесь еще какой-нибудь else if. Если c равно, к примеру, 6, то мы выполняем такой-такой. Также мы можем добавить несколько условий в наш оператор. То есть, к примеру, мы хотим проверить, что наша переменная c находится в промежутке от 0 до, к примеру, 10. Для этого мы прописываем следующее. Если c у нас меньше или равно 10 и так обозначается оператор и, после которого мы прописываем следующее условие. И c больше или равно 0. И прописываем наш код. К примеру, отнимаем единицу. Давайте проверим. c у нас равна 4. Как помню, в начале c у нас была равна 5. Помимо оператора и, мы также можем использовать оператор или. То есть, к примеру, мы хотим уменьшить значение c на единицу, если c либо меньше 0, либо больше 10. То есть одно из двух условий нас устраивает. Для этого мы пропишем следующий код. Если c меньше 0 или так обозначается оператор или, c больше 10, то мы уменьшаем значение c на единицу. Давайте проверим, запустим. У нас c равно 5, то есть ни в одно из двух условий оно не попало. Давайте для наглядности я запишу, к примеру, в c значение минус 1. c равно минус 2, то есть выполнилось первое условие и c уменьшилось на единицу. Также существует короткая форма записи оператора if. Она удобна тем, что она записывается в одну строку. Допустим, мы хотим также уменьшить значение нашей переменной c на единицу, если c, к примеру, равна 0. Записывается это следующим образом. Наша переменная c и операция, которую мы хотим выполнить над ней, то есть уменьшение. Затем мы прописываем наше условие, если c равно 0, и ставим знак вопроса. И затем значение, на которое мы уменьшим нашу переменную, если условие c равно 0 выполняется. И через двоеточие мы указываем значение
на который уменьшится наша переменная c, если условие c равно нулю не выполнилось. То есть на 0. И теперь давайте выведем все на экран и посмотрим, что у нас получилось. Как можем заметить, c равно минус единице, а изначально c было равно нулю. Значит, наше первое условие выполнилось и c уменьшилось на единицу. Что ж, давайте перейдем к циклам. Цикл в языке Leo существует один и единственный. Это цикл for. Если вы знакомы с другими языками программирования, то там существуют такие вариации, как цикл while, цикл do while и так далее. Здесь же у нас имеется только один цикл for. Записывается он следующим образом. Ключевое слово for и наши переменные итерации. Назовем ее, к примеру, i. И затем мы указываем, сколько итераций цикла у нас выполняется. Допустим, от 0 до 4. То есть у нас выполнится 4 итерации нашего цикла. Забыл прописать также ключевое слово in. То есть i у нас в диапазоне от 0 до 4. И, к примеру, мы во всей этой итерации будем увеличивать c на единицу. Давайте выведем все на экран после цикла и узнаем, что у нас получилось. Как видим, c у нас равна 4, то есть c увеличилось на единицу ровно 4 раза. Ну и на этом у меня все, дорогие друзья. Видео получилось довольно коротким, хотя очень информативным. Зная такие вещи, которые мы сегодня разобрали, то есть условные операторы и циклы, мы можем уже написать абсолютно любую программу. Я надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, распространяйте видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.